Супер большая ошибка, если вы предположили, что в количестве людей вы будете чувствовать себя безопасно, потому что в Риме для мошенников это основная приманка, чтобы вы растерялись от их доброты, заблудились в их тур-рекомендациях и потеряли бдительность, пока их руки уже тянутся к вам в сумку. Не буду вас томить, давайте перейдем к советам по безопасности в Риме. И первое, что вам нужно точно знать, это распространенные карманные кражи. Это просто сумасшествие. На второй день моего перебывания в Риме ранним утром меня ограбили. Поэтому дослушайте до конца, и вы узнаете все о местах и советах, где лучше не останавливаться, куда не смотреть даже вечером и под ночь, и куда лучше, лучше миновать прогулку и не торчать полдня в полицейском участке, как это было у меня, потому что я хочу вас сберечь от этого ужасного опыта. Поэтому приступим. По какому-то интересному ранжированию Рим занимает 29 место по безопасности. Подавляющее большинство преступлений — это мелкие кражи, а не насильственные преступления, за что мы можем поблагодарить и похлопать Италии. Но мне кажется, что они очень много брали именно краж, как будто которые происходят только в день, потому что ночью вообще сумасшествие. Есть много мест, которые просто нельзя шагать. И это без шуток, потому что я состою в форуме, где 150 тысяч людей, туристов, которые делятся и своими негативными успехами, путешествиями, в том числе на Reddit, как Travel.rom, также TripAdvisor, как бы самые популярные места, где вы можете найти, или типа украинцы, или россияне, там в Малаге, в Риме, где угодно, и типа я находила именно на эти места негативные отклики. Где-то ты просто чувствуешь себя некомфортно, где-то ты понимаешь, что тебе угрожает точной жизнью, ты чувствуешь всем своим нутром, а есть те, которые уже прям посягались на твою сумку, на твою жизнь, да не дай бог. И поэтому наш первый кандидат по некомфортности. Приступаем, приветствуем его и благодарим, что существуют люди, которые делятся вообще с нами этой информацией. И я также позже вам расскажу историю, собственно, что произошло со мной и в каком месте, чтобы вы никогда не совались в это время там. Или будьте супер бдительны. Один из таких районов, в которых чувствуешь себя скорее неуютно, чем опасно, где могут быть районы с граффити, заброшенными зданиями или группами разношатающихся людей, могут показаться пугающими, особенно ночью, поэтому очень не советую. К примеру, такой из района Сан-Базилио в Риме. Из-за высокой криминальности, обстановки и отсутствия туристической привлекательности. Увлечений там будет мало, толком не будет достопримечательностей, и меньше очарования в целом, потому что это почти окраина Рима. Какие основные причины избегать этого района? Это, конечно же, высокий уровень преступности. Здесь активно распространяются котики, процветает уция и происходят разбои. И территории фактически контролируют местные мафиозные кланы, а не полицейские. Тут отсутствуют достопримечательности, можете забыть, сюда шагать, в районе нет знакомых исторических или культурных мест и интересных для туристов, поэтому визит туда не имеет вообще практической ценности, особенно если вы хотите сберечь себе жизнь. Римляне описывают обстановку на этих улицах как тревожную, особенно в вечернее время, что создает риски для личной безопасности посетителей. Следующий наш кандидат — это Карвиале, наиболее известен своим жилым зданием длиной 1 километр, которое было построено в 1970-х годах, и очень много все поменялось за это время, и для размещения растущего населения Рима сейчас в нем проживает много скваттеров. И в этом районе очень распространены мелкие кражи, карманные кражи и употребление котиков. Хотя в течение нескольких лет Карвиале планировалось бы обновиться, но все же он остается одним из самых небезопасных районов Рима по оценкам самих римлян и в том числе путешественников, которых что-то да не задалось. И важно еще тоже вам подумать, местные жители называют это место как Серпико, в честь фильма о коррумпированных копах, так что подумайте об этом, потому что дальше будет еще намного интересней. Этот кандидат, пожалуй, самый известный запретный район Рима. Находится на окраине, панельные дома, высокая преступность и наркотрафик. Местные итальянцы сами вас
предупредят, туда не нужно идти, особенно вечером, особенно одним человечком. Не нужно, пожалуйста, особенно с детьми. Это не аутентичный Рим, это просто опасные зоны. И называется этот район Тор Белла Мана. Тут, кстати, еще есть одна шутка среди римлян, что все, что начинается на Тор, это небезопасно. Вы потом, может, со временем сами убедитесь, если кто-то проживает, пожалуйста, откликайтесь в комментарии, может, я упущу какие-то моменты или нет, дополните рассказ, и всегда, пожалуйста, и приветствую вас в моем телеграме, поделиться своими историями, если есть. Здесь есть несколько заброшенных многоквартирных домов, обычно эти здания занимают сквотеры, и в этом районе широко распространены мелкие преступления, употребление котиков. Однако начались инициативы, направленные на снижение уровня преступности и увеличение занятости и создание атмосферы безопасности в этом районе. Сейчас местные жители Тор Белла Монако говорят, что в этом районе замечательное сообщество, но на данный момент это не самый дружелюбный район для студентов и для молодых специалистов. Его лучше обойти стороной, поскольку он расположен за пределами центра города. Это может быть и неудобно, если вы хотите что-то найти здесь, проживать, снять квартиру, комнату, отель, потому что он не имеет хорошего транспортного соединения. И единственный вариант, когда это может иметь смысл, это если вы где-то учитесь, может, в университете Тор Вергата на восточной окраине. Но даже в этом случае из-за неправильной планировки улиц и темных переулках и открытой торговли котиками вокруг зданий социального жилья жить здесь не про, особенно семьям. Пум-пум-пум и па-па-пам, небольшая рекламка и номера экстренных служб. Вам нужно знать, по каким номерам звонить в экстренных случаях. И если что, это все free service, бесплатная услуга. Для всех экстренных служб есть 112, 113 для полиции, 118 для экстренных служб здравоохранения, 115 для пожарной команды. И если нужно помощь в экстренной медицинской помощи, это 0657 0600. Я, конечно же, это закреплю как отдельно, чтобы вам было удобно находить, потому что, если честно, один раз мне это очень даже пригодилось, и поэтому я не могу не оставить на всякий случай. Спасибо большое. Приступаем к следующим персонажам, потому что чем больше в лес, тем больше, вы сейчас все сами поймете. Собственно, держитесь, потому что следующий кандидат уже на пороге. Встречайте. По таким интересным обстоятельствам, может, это так в мире заведено, потому что где еще находиться бездомным, малоимущим и не желающим работать и прочим. Но очень советую не задерживаться на вокзалах, так как большинство преступлений происходит на станциях общественного транспорта и около них. И мой прекрасный, мой дорогой, отвратительный Термини. Это главный железнодорожный вокзал Рима. И в TripAdvisor я приглашаю вас к сотрудничеству со мной TripAdvisor, если вдруг кто-то посмотрит из вас. Что тут написано? Это местные эксперты и обычные туристы прямым текстом советуют не брать отели к востоку от Термини, если планируете возвращаться поздно. Через Джолити ночью это филиал ада, и обходить это стороной. Там сотни веток, где люди делятся своим свежим опытом бронирования дешевых гостиниц и последующего шока, основываясь на обсуждениях на туристическом форуме относительно рекомендаций Рика Стивса. Как правило, следует избегать пребывания в непосредственной близости вообще к вокзалу Термини, особенно в районах к югу и востоку от вокзала. И вообще, эта Аскелина, это тоже сумасшествие. Потому что, несмотря на то, что в Риме в целом безопасно, и многие путешественники сообщали, что чувствуют себя некомфортно или небезопасно, прогулившись именно по Термини поздно вечером, описывая южную и восточную сторону как захудалые, трясущиеся, пугающиеся, неприятно пахнущиеся и прочее. Я больше вам скажу и точно выверенного эксперта мной, которая из своего личного опыта вещает вам сейчас об этом всем, потому что много почему-то видосов есть о том, как круто провести время в Риме, но все забывают о том, что если у тебя не будет денег, нигде не попутешествовать, если ты не будешь чувствовать себя безопасно, в этом городе, ты не будешь знать, куда идти, так ты не знаю, попадешь в какую-то передрягу, и твое все путешествие накроется.
И вот что я хотела сказать. Давайте обратим внимание на самое важное. Будем заявлять о безопасности, о том, что неважно, какие бы вы шикарные не были, как бы вы круто были, не были вы подготовлены, они работают группками. То, что если вы хотите посмотреть больше, у меня есть на канале о том, как я прошла все это на себе. Потому что когда я в 5 утра стою на вокзале в Термине, вокруг меня не туристы, не итальянцы с эспрессо, а те, кто выходит, когда нормальные люди закрывают свои двери на 7 замков. А это я прошла на себе. Мой рюкзак 2000 евро, документы, телефон, все исчезло как бы в одну секунду. И я не хочу, чтобы вы прошли через то же самое. Поэтому, да, в Термине шумно, многолюдно и полно спешащих людей, а это им как бы всегда на руку. Поезда прибывают со всей Италии, автобусы прибывают из аэропортов, а линии метро пересекаются под ним. Такое сочетание дает карманникам возможность наблюдать за рассеянными путешественниками, которые поднимают сумки в поезда, стоят в очередях за билетами или проверяют телефоны на переполненных платформах. Риск наиболее высок в узких местах возле дверей поездов, эскалаторов, входных ворот. Воры часто как бы работают парами или группами, один человек натыкается на что-то или задает вопрос, в то время как рука другого может уже тянуться к молнии или карману, и другие притворяются, что хотят помочь с билетами или багажом, а затем требуют чаевых, от которых трудно отвязаться, кто там хочет, может погадать или еще что сделать. То есть есть много таких персонажей, что самое ужасное, что мне кажется, даже те, с которыми у меня была ситуация, полиция, которая не смогла мне помочь, они даже могут взаимодействовать с этими ребятами, потому что меня очень сильно шокировало, когда я говорю напрямую полицейским: пожалуйста, посмотрите по камерам, потому что меня прям только что украли рюкзак, прям в эту минуту. Можем ли мы сейчас даже просто пройти с вами посмотреть, может, выбросили какие-то части моих вещей? Они говорят: мы ничего не будем делать, пока не придет шеф, поэтому ждите до 9 утра. И вместо того, чтобы что-то делать, мы как бы 4 часа просто ждем шефа, понимаете? И как бы шеф тоже был не самый лицеприятный персонаж. Поэтому будьте аккуратны. Еще что, кстати, хотела сказать, еще один есть совет по безопасности, это избегать автобуса номер 64. Он уже даже имеет такое смешное прозвище, как карманный экспресс Рима, просто потому что на нем ездит огромное количество туристов и также много карманников, они выбирают жертвы. Этот маршрут соединяет вокзал Термини со множеством различных достопримечательностей Рима, и поэтому он так популярен у проезжих. Но если есть возможность, я бы настойно рекомендовала не садиться в этот автобус, потому что я слышала о нем только самое плохое, и также на большую аудиторию вещающих блогеров, которых самих же были такие ситуации, что их обворовали, типа как она просто 15 минут существует в этом Риме, и ее обворовывают, поэтому будьте предельно аккуратны. Потому что даже меня предупреждали: не ходи туда ночью, не эконом вот эти 2000 гривен, что по нашим меркам сейчас это сколько, 53-55 евро, а я заплатила из-за какой-то экономии, или из-за какого-то страха, или думания, что я там сверхспособная. Большой урок, много ошибок, провалилась моя поездка, мое путешествие, это еще и случилось в мое день рождения. Это самое как бы отвратительное чувство перед днем рождения, когда какие-то есть гениальные планы, да, они разрушаются из-за того, что ты поверил, да, в свою силу, забыв, что Рим тоже невероятный город. Ну и как бы, да, у него есть изнанка, и лучше знать о ней заранее, чем узнать на себе лично, как это произошло у меня. Поэтому, да, подписывайся на канал, тут еще будет много историй про Рим, и то, как что происходит, если что интересно про эмиграцию, или про то, как находить искру жизни, даже когда все идет не по плану, как замечать эти все знаки от вселенной, и просто даже если хотите вы узнать о моей истории, или поржать над ней, о том, как я даже записываю это, потому что это было мое первое видео, где у меня было очень мало опыта, как записывать, и если вы жалуетесь надо мной, посмотрите это, в каком районе вы живете или планируете, я тоже, думаю, могу что-то посоветовать, но я точно вам говорю, просто на Термине поставьте крест. Будьте очень бдительны и желательно даже не путешествовать. Но и ночью здесь это очень небезопасно, потому что они как стервятники еще рассматривали меня, когда я только заходила на станцию. Поэтому кто-то уже приглядел меня, наверное, что я была какая-то уставшая или рассеянная, и что у меня как бы мой рюкзак забрали очень аккуратно и красиво, что я даже и шороха не услышала. Поэтому будьте бдительны.